На этом уроке мы с тобой сделаем максимально простого дракона, что хейтеры в комментариях будут писать, почему Пашка набивает такие простые работы. Но эта работа идеальна для новичков. Уже после нашего сегодняшнего первого занятия ты сможешь делать вот такие работы. Здесь мы поработаем с контуром, поработаем с наложением и поработаем с дотом. Отработаем сразу 3 техники. Ты находишься на канале Территория татуировки. И прежде чем мы начнем, подпишись на канал. Я для простоты, для экономии времени просто распечатал работу на трансферном принтере, чтобы быстрее перевести ее на кожу. Надеюсь, что у меня получится это сделать с первого раза, потому что какой бы вы не были мастер с опытом, не всегда трансфер хорошо переводится с первого раза. И если у вас что-то не получилось перевести с первого раза, не нужно параноить и волноваться, потому что я заметил у многих начинающих мастеров такую ошибку, что они с первого раза не перевели, начинают волноваться, с второго раза перевели, начинают волноваться еще больше. Это для тату-мастера, это запомните нормально, там переводить трансферы 1, 2, 3 раза. Потому что клиенту ходить с татуировкой всю жизнь, и лучше несколько раз перевести трансфер, но чтобы работа действительно смотрелась хорошо, вписывалась по дизайну человеческого тела. Что тебе понадобится для выполнения данной татуировки? Первое, это профессиональная, хорошая тату-машинка. Далее, бумажное полотенце Зева. Правильное, собранное, хорошо упакованное рабочее место со спрей-батлом, перчатки, разумеется, и иголки. Какие иголки мы использовать будем в этой работе? Для контура мы будем использовать 7RL, потому что работа у нас не самая маленькая, поэтому, в принципе, даже для чешуи мы сможем использовать 7RL. Для ужирнения я буду использовать 11RS, и для дота, для теней, то есть, потому что все тени я сделаю дотворком. Мы будем использовать иголку 3RL, острая заточка. Замесила тесто и включила печь. Надо что-нибудь испечь. Тесто мясом обеспечь. Татуировку сегодня будем бить на икре. Икра это хорошее, подходящее, крутое место для татуировки. Берем наш трансфер и вырезаем его. Ближе к самому изображению отступаем примерно сантиметр, чтобы наш трансфер лег лучше по ноге. Там, где можно подрезать, обязательно подрежьте. Трансферного геля добавляем немного. Если слишком дофига геля вы сделаете, у вас трансфер просто-напросто смажется. И слишком мало тоже не нужно делать, чтобы трансфер перевелся хорошо. Если вы видите, что у вас такие разводы есть, лучше сделать так, чтобы их не было, и как следует с большим запасом, обязательно с большим запасом трансфер размазать. Потому что бывает так, что мы переводим сюда изображение, и по бокам у нас не переводится. Потому что вы забываете с большим запасом перевести гель. То есть все вот эти вот разводы мы как следует растираем, чтобы их не было, чтобы трансфер у нас не стерся. Фиксируем по центру ноги основное. Что у нас самое главное? Это морда дракона, вот, чтобы ее не потерять, именно по центру как следует зафиксировали. И дальше от центра уже разглаживаем. Потому что если у вас что-то сбоку не перевелось, ничего страшного. А если у вас в центре накладки возникли, там это уже все состыковать будет довольно сложно. Смотрим, здесь хорошо, здесь хорошо. Все, наше изображение с первого раза получилось идеально. Если у вас не получится перевести его с первого раза, ничего страшного, берете антисептик, то есть не просто водичкой трете, а антисептиком трансфер стирается довольно хорошо. Стираете его и переводите по второму разу. Обратите внимание, дракон у нас смотрит не во внутрь ноги, дракон смотрит у нас на зрителя. И эта татуировка читается даже если посмотреть на нее вот так вот сбоку, тоже интересно. Соль по вкусу есть, слезы лука на глазах, и в душе лишь только страх. Не борщнула ли слегка соли, перца, чеснока? Все, мы перевели трансфер. Теперь что нужно сделать? Можешь поставить на паузу и написать в комментариях, что мы должны сделать дальше. Итак, поставили на паузу, написали комментарий. Все, правильный ответ, нет, не начать работу, правильный ответ это составить план на работу. Либо у себя в голове проанализировать, что вы будете делать сначала, что потом и так далее. Для чего это делается? Для того, чтобы вы не тупили во время работы, не запутались, не тратили больше времени. Зачем постоянно 100-500 раз менять иголки, несмотря на то, что на современной машинке они меняются довольно легко. Но зачем делать лишние телодвижения, если мы всю эту работу можем разбить на 3 основных составляющих. Первое, что мы будем делать? Мы все вконтурим, и обратите внимание, здесь у нас есть контур, но там, где у нас есть этот дым, огонь, у нас контура нету. Тут у нас будет дотворк. Как его сделать? У нас на канале есть видео по маячкам, посмотрите его. Вот, все сделаем контуром, кроме огня. Огонь мы сделаем
маячками. Поэтому первый пункт это у нас контур плюс маячки. Второй пункт мы будем ужирнять. То есть обратите внимание, у нас появляется плановость, появляется объем за счет того, что мы сделаем ужирним линии, уплотним линии, которые нам нужно уплотнить. Обратите внимание, у нас появляется плановость, появляется объем за счет того, что основные линии у нас более жирные. Вот мы их ужирним при помощи более толстой иголки. Это второй пункт. Второй. И третье это дотворк. Что мы будем делать здесь дотворком? Весь огонь. Обратите внимание, мы тут отработаем не просто дотворк и аккуратненькие точечки, а плавный переход, плавную растяжку, плавный градиент от максимально темного к максимально светлому. То есть в этом видео будет обучалка не только по контуру, но еще и по дотворку. Первым делом я хочу что сделать? Я хочу разметить все пламя. И после того, как я пламя размечу, чтобы уже не думать о маячках, я просто беру иголку 7RL и делаю везде контур. Беру иголку 3RL, вставляю ее в машинку, и что я буду делать в первую очередь? Я размечу все пламя. Все пламя я размечу маячками. И после этого только я буду делать контур, чтобы не думать уже о маячках, а просто брать и все контурить. Прежде чем начать работу, два основных правила любого тату-мастера, которые вы должны запомнить. Первое. Неудобно не бей. Вы должны сесть максимально удобно, чтобы вам было максимально комфортно работать. Второе правило профессионального тату-мастера – это лучше меньше, но лучше. Если, предположим, вы делаете эту работу, но вы ее не успели, просто вконтурили, не сделали дот и так далее, ничего страшного, доделайте ее на следующем сеансе. Итак, обратите внимание, сейчас мы будем делать пламя при помощи грейвошей, с помощью техники маячки. Как мы это будем делать? У нас есть несколько капель краски в капсе, все остальное мы доливаем водой. И делаем движение нашей рукой быстрее, чем при стандартном контуре, чтобы у нас маячки получались легкие и светлые. Берем иголку 3RL и делаем маячок. Как делается маячок? Маячок делается обязательно кончиком иголки. Линию мы ведем быстрее, чем при нанесении контура, примерно раза в 2, в 3, чтобы маячок много на себя не брал, чтобы мы могли потом его закрасить. Если я вижу, что у меня маячки получаются довольно темные, поэтому я что беру? Мне не нужно ставить еще один капс и так далее, просто макаю его в водичку, у меня линии получаются посветлее. Работаем аккуратно, трансфер не стираем, чтобы не потерять ваш трансфер, чтобы стереть именно в том месте, где вам нужно стереть. Берем аккуратненько уголочком, именно уголочком подлазим, то есть сворачиваем бумажное полотенце аккуратным квадратиком. Не нужно постоянно держать бумажное полотенце вот так. Так вы будете размазывать грязь, работать как в автосервисе и будете стирать лишний трансфер. Поэтому я рекомендую аккуратненько работать бумажным полотенцем. Это азы, которые нужно знать, то есть мы начинаем с азов. Итак, переходим к контуру. Для контура у нас используется иголка 7RL. Плавненько входим, не должно быть резкого входа. И кончиком иголочки ведем линию. Начинать лучше с небольших линий, чтобы привыкнуть. Потому что даже мастеру с опытом нужно привыкнуть к типу кожи человека. Далее аккуратненько стираем трансфер. Далее обратите внимание, нам нужно нарастить линию. Чтобы у нас не получалось некрасивых стыков, мы ни в коем случае не начинаем отсюда. То есть вообще почему так получилось, что линия закончилась. То есть вы по-хорошему должны вести линию из точки А в точку Б, чтобы совершать меньше телодвижений, чтобы быстрее закончить работу. Но есть сложные участки, неудобные участки, где вы видите, что у вас рука может соскользнуть, либо вам неудобно, вам нужно перехватиться, то тогда вы останавливаете ведение своей линии и уже продолжаете. Если вы начнете вот прямо отсюда продолжать линию, то у вас получится некрасивый стык. Как сделать так, чтобы его не было? У нас есть два варианта. Первый – это вы продолжаете линию вот отсюда, но плавненько входите, и здесь дошли именно до того момента, когда вы погрузили иголку на нужную глубину. И второй момент. Как сделать так, чтобы у вас не получилось некрасивого наложения? Вы просто-напросто начинаете линию с другой стороны. Здесь плавненько входим, ведем линию. Ведем линию с одной и той же скоростью, с одной и той же глубиной входа. И здесь мы их стыкуем.
Продолжаем, несмотря на то, что мы зашли уже, продолжаем вести линию и плавненько выходим, как самолет взлетает. То есть вы не должны делать, как некоторые начинающие мастера, так вхерачили, провели линию и вытащили. То есть создавать человеку болевое ощущение. Нет, мы плавненько входим, как самолет садится, потом едем по нашей полосе и плавненько выходим, как самолет взлетает. То есть у вас не должно быть резкого входа и резкого выхода. У вас получится некрасивое завершение. Далее мы ведем линию из точки А в точку Б с одной и той же скоростью, с одной и той же глубиной входа. Не должно быть такого быстрее, медленнее. У вас получится дорожная разметка некрасивая. Вам за это клиент спасибо не скажет. И как делать еще не надо. Не надо делать вот так вот прыгать. У вас также получится дорожная некрасивая разметка. Шуйки, чтобы не потоньше были, мы прорисовываем их аккуратненько уголочком. И я хочу, чтобы они у нас все равно нормально выделялись, смотрелись. Поэтому у меня было два варианта. Использовать здесь либо 3 RL, либо 7 RL. Я буду использовать тут 7 RL для чешуек. И потом уже дотом делать тени уже при помощи иголки 3 RL. Вот. И потом уже в конце мы ужирним, уплотним наш основной контур уже толстой иголкой 11 RS. Чтобы чешуйки не превратились в чулок, как на одном из наших разборов, каждую чешуйку вы вырисовываете. Не надо их просто сеткой рисовать. Даже если бы у вас эскиз был сеткой, можно было это все переиначить и заранее маркером, фрихендом либо ручкой это все подправить, чтобы уже машинкой каждую чешуйку аккуратно прорисовывать. Обратите внимание, как быстро теряется трансфер. Здесь уже у нас он частично стерся, поэтому для начинающих мастеров лучше использовать трансфер ручной, чтобы он у вас держался, чтобы вы потом с этим не мучились. Но я, еще раз повторю, использовал трансфер машины, чтобы быстрее уже начать работу. Вот, обратите внимание, какая тут каша получается. И то, что у нас есть на эскизе. Чтобы здесь не запутаться и показать объем, что мы делаем, не забываем про эту линию, и потом здесь добавим тенью, возможно магнумом, посмотрим, покрасим. Но у вас в задней части более темные участки должны быть создавать контраст, то есть темное-светлое. У вас ничто ни с чем не должно сливаться. И вот эта вот тень, она очень хорошо выделяет нашу лапу на передний план. Здесь нужно быть очень аккуратными и осторожными с трансфером, прям уголочком стирать, без особых сильных нажимов, чтобы он не стерся у нас. Не забываем про натяжение кожи. Натяжение кожи должно быть хорошее. Тянем пальчиками в две стороны. И еще рука с машинкой, которая у меня лежит у него на ноге, создает дополнительное натяжение. Не стесняйтесь, надо давить на человека, чтобы как следует растянуть его кожу. Удобно должно быть прежде всего мастеру, и потом уже по возможности клиенту. По идее, татуировка всегда начинается снизу вверх, справа налево, но иногда немножко эти правила можно немного нарушать. То есть, как в данном случае с чешуей. Но в целом, по всей композиции, обратите внимание, я иду снизу вверх, чтобы что? Чтобы не потерять трансфер. Потому что если бы я сверху делал татуировку, весь трансфер бы я уже давно бы стер. Мы разметили нижнюю часть нашего дракона. Продолжаем работать в том же духе, и сейчас перейдем к животу. Наша задача на животе не просто провести линию, а можно сделать ее живую. Как? То есть мы воткнули иголочку и плавненько на нет выходим. То есть у нас получается вот эти вот линии будут потолще, и потом они плавненько на нет будут выходить. То есть так добавится дополнительный объем. И после того, как мы потом будем еще другой иголкой еще это ужирнять, мы уже наглядно вам покажем, что значит живые линии, вот, и почему это прикольнее, чем просто в линию провели. Вот, плавненько входим, идем, и плавненько выходим. Вот обратите внимание сейчас на эту линию, видите, под конец она у нас будет становиться тоньше. Ведем линию. И плавненько на нет выходим. Многие новички, они просто провели бы здесь линию и все. И потом вот так вот бы это все зачеркали, как дорожная разметка. Более правильно это каждую часть брюшка мы прорисовываем. На каждую часть брюшка мы вылепляем объем. Как следует еще раз кожу растянули. Плавненько входим, идем иголочкой
идем. И плавненько еще плавнее выходим, чтобы у вас она здесь обрывалась. До конца не обязательно ее доводить здесь. Здесь у нас идет изгиб дракона, и рядом с ним слишком много маленьких чешуек. То есть то, что вы видите на эскизе, не обязательно полностью все переносить. Если видите, что там какие-то лишние детали есть, которые портят работу, либо которые в будущем могут слиться, не обязательно их делать. Все, мы сделали основную часть дракона, осталась у нас голова и уже вернуться к прорисовке деталей, уплотнения и так далее. Новички, если вы на этом участке уже устали, предположим, то никто не запрещает вам делать отдых. Вы, как тату-мастер, можете отдыхать всегда, когда вам это будет угодно, чтобы работать первое в свое удовольствие и чтобы работать на качество. Потому что не нужно забывать, что вы работаете не на заводе, вам не нужно сделать максимально большое количество деталей и их отпилить. Нет, это идет творческая работа, тату-мастер должен работать в свое удовольствие, вдохновение и так далее. Поэтому, если вам нужно покушать, то покушайте, если вам нужно покурить, то покурите, делайте перерывы, потому что голова дракона это довольно важная часть, и если она у вас получится похожа на льва, клиент вам спасибо не скажет, то есть получится мантикора, а не дракон у вас. Вот, и на что еще я хочу обратить внимание, вот видите, здесь у нас борода дракона сливается с его корпусом. Я решил бороду убрать, чтобы у нас все в будущем в кашу не слилось, и чтобы этот дракон не составлял мне конкуренцию. Еще раз хочу вам показать мелкие детали на голове. Тут их очень много, поэтому я что делаю? Я беру тоненькую иголку 3RL, потому что вот этой иголкой у меня все сольется. Я всю голову сначала сделаю тоненькой иголкой, и потом уже то, что мне нужно будет, я уплотню, ужирню более толстой иглой. Что мы видим? Мы видим начальную разметку. Это только начальная разметка, потом у нас будет уплотнение контуров, и каждую деталь мы будем прорисовывать. Это, грубо говоря, мы просто такими общими мазками наметили картину. Где-то я вообще линии не довожу, чтобы они у нас не сливались. То есть, чтобы они у нас голова выделялась лучше на передний план, где-то не всегда мы обязаны полностью доводить их до конца. Вот здесь, предположим, я отступил. Та же самая лапа в процессе. Все детали тут еще будут у нас прорисовываться. Итак, переходим к верхней части. Что у нас находится? Тут, разумеется, голова, которая состоит из большого количества деталей. Поэтому мы сейчас берем и все детали, кроме бороды, по трансферу тоненькой иголкой прорисовываем. И потом уже будем ужирнять то, что нам нужно ужирнить, чтобы у нас все не слилось. Потому что если мы будем жирной иголкой маленькие детали делать, у нас все сольется в одну общую кашу. Через год тем более и через 5 лет там вообще будет просто чернуха. Вот. А наша задача, чтобы татуировка смотрелась не только хорошо здесь сейчас, но и чтобы ваше сарафанное радио, ваша реклама бесплатная на человеке работала на вас всю жизнь. Ошибка новичков в этой части, то что здесь очень много линий, и часто новички они теряют трансфер и потом пытаются из головы что-то придумать, сфантазировать и так далее. То есть они путаются в трансфере, где-то они что-то мимо проводят, вместо одной линии другую рисуют. Поэтому тут нужно просто запастись терпением и каждую детальку аккуратненько вырисовывать. А чтобы у нас трансфер не терялся, мы его максимально аккуратно уголочком стираем. А потом скидывают нам на разборы свои работы, где все слеплено в одну кашу, и просят их разобрать. А всего лишь навсего нужно, что было сделать? Просто постараться подольше посидеть над работой и поработать аккуратнее, никуда не торопиться, стирать трансфер аккуратно уголочком, чтобы ничего не замазать, не замылить, работать на качество, на результат, а не на скорость. Поэтому, как вы обратили внимание, на этой работе, вот именно на голове у него очень много деталей, но вы всегда должны помнить, что вы не роботы, и вы не обязаны все копировать один в один. Если там есть лишние детали, если там есть ненужные детали, если там дофига деталей в одном месте рядом, вы их все прорисуете, все будет хорошо, но потом, опять же, я повторюсь, это сольется все в кашу. Поэтому, если у вас слишком дофига деталей, самые ненужные, самые детали, которые можно опустить, которые можно не делать, их просто не делайте, чтобы не слить все в одну кашу. Татуировка, особенно графика, не любит мелочность. То есть вы должны делать саму по себе татуировку в хорошем размере, чтобы она хорошо читалась с расстояния делового общения. И потом, если человек подойдет, хочет поближе ее рассмотреть, каши то тоже не должно быть. Она должна читаться прикольно и издалека, и изблизи. Чтобы она читалась издалека, мы делаем ее в хорошем размере.
И чтобы она читалась изблизи, мы убираем слишком большое количество мелких ненужных деталей, элементов и так далее. Не забывайте, что вы не просто художник, что вы тату-мастер. Должны понимать, что делаете не просто картину, а картина, которая находится в коже человека, который имеет свои особенности и может испортить вашу татуировку. Итак, все мы разметили, сделали голову. Теперь переходим к следующему важному этапу, ко второй стадии. Это ужирнение и уплотнение наших линий. На голове мы линии будем ужирнять при помощи иголки 7RL. И по основному контуру тела дракона мы будем ужирнять при помощи 11RS. Для чего мы ужирняем? Наша задача не сделать человеку больно, а наша задача показать плановость и объем. Поэтому ужирнять мы будем не все подряд, а только самые важные основные элементы. То есть вот линию провели толстую, вот линию провели толстую, все. Ну и на голове рога можно ужирнить, акцент на глаза сделать и пасть. И, кстати, на этом этапе вы можете завершить свою работу, если вы устали, потому что многие новички жалуются, что они быстро устают, либо наоборот, что они слишком медленно и долго делают работу. Предположим, если вы это делали 6 часов, а не 30-40 минут, как это я делал, то что вы можете на этом этапе работу завершить и на следующем сеансе ее просто со свежими силами продолжить, чтобы ваше качество работы не снижалось. И повторюсь, что не нужно слишком сильно прогибаться под клиента. Если он говорит, что ему нужно там всю спину, там сеанс вкатать и качественно, и круто, то вы будете стараться его удовлетворить. И что у вас получится? Разумеется, у вас, если вы хотите вкатать все бедро в сеанс, спину в сеанс, конечно, получится у вас лютый партак, и этим самым вы только ситуацию усугубите. Поэтому не нужно стесняться, если вам нужно растягивать сеансы на 2, на 3, на 4 сеанса. Ну, конечно, не экран, но подобную работу смело, в принципе, можно сделать в 2 сеанса, в том случае, если вы устали. Но если у вас уже есть силы, вы просто можете перезагрузиться, не знаю, сходить покушать и потом взять свежим взглядом работу доделать. Потому что среднячковый мастер выполняет эту работу легко за, не знаю, 3-4 часа. Итак, приступаем к ужирнению. Сейчас вы можете не бояться, что у вас трансфер потеряется, у вас уже ничего не потеряется, поэтому можно смело растягивать кожу, смело можно стереть. Работаем на чистовую, грязь, как в автосервисе, не размазываем, линию провели, сразу стерли, провели, стерли и так далее. Следующая стадия нашей работы, которую мы сделали, это ужирнение. Я почти все ужирнил, и сейчас вам покажу остатки, то есть как мы будем ужирнять. Вот и видим, как наша голова начинает выделяться за счет этих вот толстых линий, то есть у нас тонкие линии получаются на второстепенном плане, и то, что нам нужно выделить, показать, мы сделали жирнее. Далее обратите внимание вот на эти линии. То есть сразу говорю, что не нужно писать в комментарии, что я нарушил какой-то там, не знаю, канон там татуировок в Японии, там идеальный контур из точки А в точку Б. То есть мы тут делаем татуировку в стиле графика. Я решил сделать такой более объемный, более живой контур. Смотрите, как это получилось. Есть тоненькая линия, у нас входит в толстую. А как? Потому что сначала мы иголка 7RL линию провели, и потом я начинаю уже иголкой 11RS вести не отсюда, чтобы это у нас все слилось с головой, а примерно вот отсюда. И получилось так, что у нас тоненькая линия плавно перетекает в толстую. И наглядно на примере я сейчас покажу вам, как это делать на примере живота. Иголка 11RS. Сейчас все покажем на примере живота. Я плавненько вхожу. И уже вот здесь я плавно выхожу. И получилось так, что у меня толстая линия перетекает в наш прошлый контур. И получается так, что линия сначала идет более жирная, и потом становится потоньше. Вторая часть пуза.
Раз, плавно на нет вывели. Вот, получилось так, что толстая линия перетекает. Можно показать здесь лапу. Обратите внимание, чтобы у нас лапа не сливалась, чтобы у нас лапа выделялась. Ну, что делаем? Также из тоненькой линии. Вот, обратите внимание, докуда я довел. Пальцы я и когти у него удлощать не буду, чтобы они у нас не слились в одну кашу. Главное, что лапа выделилась и хорошо. Вот, мы выделили лапу за счет более толстой линии, чтобы она у нас не сливалась с чешуей. И потом мы еще выделим ее при помощи тени. И вот здесь, видите, тень есть. И чтобы она у нас не сливалась с головой, чтобы голова еще сильнее выходила на передний план, мы добавим немножечко, поштрихуем сверху еще по всему этому магнуму. Здесь, немного здесь теней получается у нас и здесь. Но это уже в самом конце, после дота. Все, наконец-то мы завершили вторую стадию, стадию жирнения. И теперь мы с тобой можем перейти к третьей стадии. А какая третья стадия? Третья стадия dot work. В рисовании это называется понтель, татуировки это называется dot work, я это называю dot ворок. Обратите внимание, что мы будем делать этой техникой. А делать мы будем вот этот вот агонии. А спросите меня, почему мы не можем сделать этот огонь просто випами или просто тенями? Ведь это будет намного быстрее. Да, действительно, это будет намного быстрее. И сейчас развелось огромное количество мастеров, которые кроме контура и кроме випов больше ни хрена не знают. То есть они не работают в других техниках. Почему? Потому что проще всего научиться делать контуры и быстренько виповать. Но если вы хотите как-то отстраиваться от конкурентов, если вы хотите делать свои работы интереснее и индивидуальнее, то я бы рекомендовал совмещать разные техники в одной графичной работе. Какие техники основные у нас есть в графике? У нас есть толстые и тонкие линии, у нас есть черные пятна, у нас есть дотворк, у нас есть вип-шейдинг и у нас есть плавные тени. Вот здесь будут сочетаться у нас практически все вот эти техники в этой работе, и даже тени. Мы покажем вам магнумами, как распылять немножечко в конце, в самом конце. У нас тут и даже немножко випов будет, но основная часть это пламя, потому что лично я считаю, что татуировка это творческий момент. Я считаю, что это будет лучше смотреться в технике DOT. И мне кажется, если сделать одну работу с випами, одну работу с тенями и одну работу с дотом, на мой взгляд, круче всего из них будет смотреться именно DOT-work. На что можно обратить внимание? Действительно, DOT-work выполняется намного дольше, чем обычная техника. И многие мастера начинают ныть: это требует усидчивости, у меня начинает в глазах двоиться и прочая фигня. Но, как правило, у тех, у кого есть художественное образование особенно, вот, кто может сконцентрироваться на работе, лучше потратить больше времени, но сделать, чтобы ваша работа смотрелась выигрышнее и интереснее. Вот, потому что ваше портфолио будет в дальнейшем работать на вас. Итак, как мы будем делать DOT? Обратите внимание на этот участок. Наша задача какая? Сделать максимально плавный переход, максимально черного к светлому, к цвету ноги, к цвету кожи человека. Вот. Как выполнять DOT-work и что мы здесь работаем с вами. Мы с вами здесь работаем точечки аккуратненькие, кругленькие. Это первое. Второй контраст. Темное, светлое, чтобы ничто ни с чем не сливалось. И третье. Здесь мы отработаем плавный переход, плавный градиент, плавная растяжка. И если вы хотите сделать такую же фишку, внедрить себе в работу, вы можете взять обычного конвейерного дракона, потому что на самом деле, вот почему я выбрал этого дракона, потому что подобные работы довольно часто используются клиентами. Вот они хотят, и вот я хочу дракона, и, пожалуйста, вы сделайте ему этого дракона, но сделайте его интереснее. Вы можете добавить подобные языки пламени, даже если на том драконе, который клиент вам принес, там просто линии, можно объяснить человеку, что так будет круче, вот, и сделать как-то подетальнее, поинтереснее работу вот с таким вот элементом, с таким эффектом дотом. Так, как сделать так, чтобы у вас получались аккуратненькие точки? Ну, в отличие от контура, здесь бы я рекомендовал выставлять точки четко по 90 градусов. Я объясняю своим ученикам, если вы хотите, чтобы у вас точки были аккуратненькие, кругленькие, выставляйте их по 90 градусов. А меня ученики ловят и говорят, что: Паша, ты говоришь по 90, сам ставишь нифига не по 90. Ну да, работайте как вам удобно, просто в отличие от контура, тут
наклон должен быть меньше. Почему? Потому что если вы хотите, чтобы у вас точки получились похожими на точки, чтобы они были аккуратненькие и кругленькие, вы должны выставлять, держать машинку по 90 градусов. Логично. Если вы будете держать слишком сильно боком машинку, у вас не будет получаться аккуратных точек, у вас будут получаться запятые. Далее, вот на этом участке я вам покажу сейчас, как точки расставляю я. Вы можете расставлять их по своей системе, вот, но либо использовать то, что делаю я. Смотрите, я сначала хаотично расставляю точки. Вот, расставил их хаотично. Дальше я что делаю? Там, где мне нужно сделать темнее, между этими точками я еще добавляю точки. То есть точки с точками у нас сливаться не могут. Вернее, могут, но в самых-самых черных местах. То есть там, где у вас лютая чернуха, там, конечно же, они сливаются у вас. Но в целом не нужно делать вот так вот. У меня, когда ученик тыкает, вот так вот точки на искусственной коже, я даже с другого конца студии вижу, что там получается дичь. Подхожу, и действительно, там получается эффект проходки клопов. Что значит эффект проходки клопов? Это значит, что где-то точек слишком дофига, а где-то точек очень мало. Вот у вас такого не должно быть. То есть, каждую точку вы ставите на свое место. Есть такая автотема, как автодот. В графике я бы не рекомендовал ее использовать. Она подходит для очень редких случаев, там, кроны деревьев и так далее. Если вы хотите, чтобы ваша работа была аккуратнее, никакого автодота. Точечки проставляем аккуратненько вручную, каждую точечку. Что такое техника автодот? Это когда вы уменьшаете вольтаж и делаете примерно то же самое, что и вип-шейдинг, только в круговую. И точки у вас расставляются в разы быстрее, но минус такой техники, что точки получаются менее аккуратные. Поэтому для подобных работ автодот зайдет не особо. Он зайдет там, где мы рисуем крону деревьев, там какую-нибудь фактуру показываем, уже, предположим, в реализме работаем, нам нужно показать фактуру. Вот, и автодотом мы это делаем. То есть, применение автодота, оно такое сильно ограниченное, поэтому его новичкам я вообще не рекомендовал юзать. Смотрится это довольно неаккуратно, особенно если не уметь работать с ним. Поэтому фокусируемся на доте. Вот видите, там, где нужно сделать темнее, я добавляю точки. Вот здесь будет еще темнее, я точек еще добавлю. То есть, если вкратце, там, где светлее, там меньше точек. Там, где нам нужно сделать темнее, мы делаем точек больше, больше и больше. И на кончике у нас прямо идет лютая чернуха. Наша задача эту лютую чернуху свести плавно на нет. Так, посмотрите внимательно. Мы завершили весь огонь, про который я вам говорил. Видите, здесь идет более тоненький белый контур. Я решил его расширить, и потом на контрасте мы здесь хорошо сыграем. То есть это про то, что я и говорил, что мы не обязаны копировать это один в один. Если я хочу сделать так, чтобы здесь светлая часть была побольше, я так и делаю. Потому что я считаю, что мне так удобнее, и в целом визуально это будет смотреться красивее. Но это не суть, это такая идет вкусовщина. Вот, и после огня, вот когда мы добавим тени еще от этого огня, вот, на теле самого дракона, огонь будет еще лучше выделяться, и у нас добавится больше объема. Ну и обратите внимание, каждую чешуйку я затыкал дотом. Каждую чешуйку. Это очень похоже на детскую раскраску. Кайфово, сидите, залипаете, релаксируете. Вот, вам за это еще деньги платят. Так, смотрим внимательно. Вот здесь нужно аккуратненько подлезть в уголочки. И иголкой 3RL мы легко можем это сделать. Также продолжаем вырисовывать каждую чешуйку. И если вы, опять же, обратите внимание на эскиз, на самом деле все чешуйки у нас будут одинаковые. А здесь глубина и объем появляется за счет тени, потому что потом сверху мы еще вот здесь тенью затемним, и голова у нас будет выходить на передний план. Чтобы она выходила на передний план, то есть первое, мы здесь темним, и второе, мы слишком сильно не будем темнить голову, чтобы она на зрителя на нас выходила. Слишком много точек ставить я не рекомендую, чтобы он не превратился в один сплошной блэкворк, в одну сплошную чернуху. Поэтому тыкаем только в самом темном месте, понемногу, без фанатизма. Потому что это и так довольно кропотливая работа, и здесь нужно запастись терпением. Многие мастера ленятся, и как можно сделать это быстрее?
Просто вместо дота пятерочкой РС подкрашивать тенью. Не чернухой, если вы чернухой будете красить, но это будет скучно, стреться и грязновато. А если вы тенью пятеркой РС здесь подлазите, это еще один из вариантов. Как можно сделать быстрее и чтобы тоже получилось красиво. Мы почти завершили нашу работу. Осталась самая последняя стадия, самая быстрая стадия. Почему быстрая? Потому что в ход пошла иголка Magnum, Magnum 15. Вы можете использовать любой Magnum, но для данной работы, мне кажется, 15 нормально. Мы и подлезть есть можем, и тут нет каких-то вот слишком мелких деталей, потому что что мы и делаем? Мы напыляем тени, это довольно большой объем, поэтому если мы хотим плавные переходы получить, для теней идеально использовать иголку Magnum, в данном случае 15, и иголку я использую Quadron. Вот, обязательно круглый раунд. Круглый раунд, он менее травматичный, он лучше вкрашивает и плавнее напыляет. Поэтому, на мой взгляд, от обычных магнумов практически во всех случаях можно отказаться и использовать смело раунд Magnum везде. На морду сейчас я добавил немножечко випов. По випам у нас есть отдельное видео на канале, буквально пару движений. Это можно было сделать и дотом, это можно было сделать и днями, но мне было удобнее подлезть и тройкой РЛ сюда. Вот, обратите внимание на контраст, как у нас хорошо голова выделяется, потому что я не стал ее здесь затыкивать, вот, и добавил здесь еще дополнительно тень иголкой Magnum. И обратите внимание, то есть у нас или здесь пока что нету тени, как все немножечко сливается, объем есть, но все равно сливается. Здесь мы добавили тени, и огонь, ну и то не до конца, и огонь уже начал выделяться. И сейчас мы еще будем делать, получается, вот эти тени. Вот здесь мы уже начали делать, и здесь начали делать. За счет этого получается эффект, ну, как будто дракон становится объемнее и таким блестящим, так скажем. Вот. Ну, немножко точек потыкал здесь. 11-й РС-кой. Вернулся к ней и потыкал точек немножко. Все, кожу как следует растянули, поставили иголку ближе к контуру, и там, где мы залипаем дольше, получается темнее. И плавненько на нет распыляем. Есть несколько основных движений. Первое это вот такое, опять же, все есть на нашем канале. В данном случае мне удобнее делать вот так вот. Там, где я хочу сделать темнее, там залипаю больше. Там, где я хочу выйти на нет, я раз, просто плавненько это все распылил. Вот, здесь тень добавили. Переходим к следующему участку. Видите, как быстро она у нас рисуется. Далее, что мы еще хотели сделать? Выделить лапу. Она у нас уже выделяется, но можно выделить чуть сильнее. Вот здесь, обратите внимание, здесь я не стал затыкивать дотом, потому что чешуйки так маленькие, просто наложим тень, она будет как бы завершенная. А чешуйки я протыкивал только на, ну, где они большие у нас. И здесь тоже я не стал дотом протыкивать чешуйки, потому что у нас это выходит на задний план, все, и здесь я просто оттеню, и все. Вот, чтобы, опять же, была у нас глубина. Все, выделяем нашу лапу. Сейчас обратите внимание, как быстро у нас пойдет эффект именно, добавится эффект объема. Я работаю сейчас грейвошем. Что такое грейвош? Это примерно 5 капель я капнул в капс, и все остальное долил водой. И получается поэтому такая легкая тень. Вот видите, как сразу стала у нас лапа контрастировать. Все, сейчас еще несколько теней, немного теней, и работа будет завершена. Вы можете обратить внимание, что я не стал копировать эскиз один в один. То есть работа похожа на то, что было на эскизе, но она отличается, потому что я не робот, я тату-мастер. И мне уже своим творческим взглядом и взглядом мастера с опытом видно, как можно сделать работу так, чтобы она была прикольная не просто здесь сейчас, но и хорошо читалась в будущем. Чтобы у нас ничего не слилось в одну кашу. Вот обратите внимание, я не стал делать слишком много деталей на голове, я не стал делать так, чтобы у него борода пересекалась с его корпусом, чтобы все в кашу это в одну не слилось. И делал немножечко таким своим творческим взглядом, как это будет интереснее. Потому что татуировка это не просто работа робота, какое-то копирование, клонирование, это еще и творческий подход. Всем спасибо за внимание, вы были на канале Территория татуировки, всем счастья!